Здравствуйте, друзья! Вы на канале Graal Racing. За кадром, как и всегда, Александр. Сегодня нас ждет очередное очень интересное сравнение моторных масел. Многие просили сравнить именно эти бренды, и вот мы наконец это и увидим. В сравнении примут участие бельгийский Kuwait, российский Shell Helix Ultra, финский Mobil Super 3000 и Valvoline SynPower из Нидерландов. Названные страны являются местом блендинга данных масел. Рынок сбыта в основном это Европа и Азия, но российский Shell сконцентрирован именно на рынок СНГ. Так что, например, в Германии вы не встретите Shell из Тверской области. Многое, конечно, можно сказать про различия базовых основ этих масел, но мы тут собрались не для того, чтобы сравнивать показатели по бумаге. Сейчас увидим разницу в живом визуальном сравнении. Начнем мы с низкотемпературной текучести. Результаты данного сравнения будут, конечно, важны в основном для эксплуатации в зимнее время. С приходом теплого сезона это не совсем актуально, но все же этот показатель я считаю важным, но в то же время не самым главным. Отправляем на сутки наши образцы в морозильную камеру и приступаем к сравнению на испаряемость масла. Данный тест не является лабораторным, но по некоторым параметрам он к нему приближен. В частности, по температуре нагрева. В лаборатории температура данного теста 250 градусов Цельсия. В моем же сравнении эта температура в среднем равна 230. По времени все так же. Длительность составляет 1 час. Объем масла во всех стаканах у меня абсолютно равный. Также я меняю местами стаканы, чтобы снизить погрешность из-за прогрева плиты. Постоянные мои зрители об этом уже знают. Результат данного сравнения покажет, насколько может испариться масло при обычных условиях эксплуатации, в нормальных режимах езды и на исправном двигателе. Какое масло покажет минимальное испарение, то масло будет обладать хорошей термостабильностью базовой основы. То есть, грубо говоря, оно будет лучше. По завершению времени оставляю масла немного остыть, а пока мы переходим к заморозке. В этот раз масла были подвержены гораздо более низкой температуре, чем это бывает обычно. Никогда еще не видел, чтобы база GTL помутнела. Выскажу лично свое предположение, что на это повлиял именно полимер, так как сама по себе GTL база очень жидкая и ее приходится чем-то загущать. Также помутнение наблюдается и в других маслах, но там все объяснимо. Гидрокрекинг всегда мутнеет при таких температурах. Итак, популярнейший в России Shell приходит первым. Далее с небольшим отставанием приходит к финишу Valvoline и далее Mobil. Kuwait, видимо, не совсем был настроен на такие сибирские морозы, и он очень медленно продвигается. Спустя некоторое время масло уже немного прогрелось, и отставание Q8 не такое явное. Это я связываю в первую очередь с тем, что в Kuwait используется более густая базовая основа. Это не та ситуация, где, например, в GTL базу приходится добавлять 20-30% загустителя, чтобы соответствовать стандарту вязкостных показателей. А это, как мы ранее убеждались, сказывается на высокотемпературных отложениях. Кто не видел, посмотрите сравнение различных базовых основ. Думаю, вам будет это интересно. Ссылка будет под видео. Кстати, сейчас мы и проведем такое сравнение с нашими данными маслами. Данный тест проходит в одном и том же термостакане с одним и тем же объемом масла. Стакан расположен на одном и том же месте. Температура нагрева тоже одинаковая. Это испытание завершается, когда в стакане остается минимальный объем жидкой фракции. Но иногда после того, как масло остынет, жидкая фракция впитывается в образовавшийся нагар, либо становится сильно густым. Также скажу экспертам, которые постоянно пишут, что такой прогрев масла бессмыслен, ведь в двигателе масло не греется до таких температур, и результат будет неактуальным. На это я отвечу, что я основываюсь лично на своем опыте, и подобный тест имеет смысл, ведь он подтверждает мои наблюдения. При несвоевременной замене масла, при перегревах двигателя, при активной эксплуатации нестандартной, на термонагруженных деталях двигателя образуются углеродистые отложения. Это факт. Давайте понаблюдаем, что произойдет.
Спустя 47 минут заканчивает испытание Shell Ultra. Кстати, его американский собрат Pennzoil Platinum не сильно и отстал. Я напомню, что GTL базовая основа Pennzoil подверглась деструкции уже на 40 минутах. Так что наш Shell меня, можно сказать, еще удивил. Далее Mobil завершил тест на 1 часе 43 минутах. Кстати, в Mobil я наблюдал схожие процессы, как и в Shell во время кипения. Тут либо схож полимерный загуститель, либо в нем применена та же высокотехнологичная в кавычках база GTL в небольшом количестве. Ну, кстати, Mobil побил предыдущий рекорд по времени данного теста. Так что это очень неплохой результат по сравнению с конкурентом из торжка. Kuwait преодолевает 2-часовой нагрев и заканчивает испытание на 2 часах 8 минутах. А мы наблюдаем дальше. Спустя рекордные 2 часа 30 минут при температуре в 430 градусов Цельсия все-таки завершает испытание Valvoline SynPower. Сейчас на минуту оставим наши масла немного остыть и переходим к результату на потерю массы. Забегая вперед, скажу, что таких плотных результатов я давно не видел. Итак, последнее место в данном сравнении занимает Kuwait с потерей 21,93%. Третьим становится Valvoline с потерей 21,7%. Второе место у Mobil, он потерял 21,23%. И Shell снова становится лидером с потерей 21,13%. Как вы видите, результаты очень плотные, что в принципе говорит, что производители очень серьезно подошли к этому вопросу. А что касается высокотемпературных отложений, давайте сейчас на это и посмотрим. Shell показал, как по мне, просто ужасный результат. Сейчас, конечно, многие меня закидают палками, но я говорю, что думаю и что вижу по факту. Тут либо огромное количество полимерного загустителя, как я говорил ранее, либо GTL база дает такие последствия, я не знаю. Конечно, радует момент, что практически нет лакового налета. Ну и время на его образование было, кстати, не так много. Mobil показал неплохой результат по времени, но отложение шлама напоминает немного Shell, правда немного в меньшем объеме. В принципе, я считаю это неплохим результатом. В отличие от Shell на стакане присутствует лаковый налет, но и время теста было значительно дольше. Если бы Ультра выдержала 1,5 часа, готов поспорить, лака там было бы гораздо больше. Q8 выглядит просто отлично, шламообразование невысокое. Лаковый налет присутствует, но не так сильно, как я бы мог ожидать. В общем, меня порадовало это масло. То же самое я могу сказать, но только в квадрате о Valvoline SynPower. Никогда бы не поверил, что данный тест может продлиться до такого времени. Ну, вы сами все прекрасно видели. Шлам присутствует в виде густого остатка, без видимого твердого налета. Также присутствует и лак, он немного схож с лаком от Mobil. Сейчас вы видите сведенный результат в одном фото. Так, я думаю, будет более заметна разница. Можете поставить на паузу и внимательно все рассмотреть. Также покажу, что осталось после небольшой протирки и промывки под теплой водой. У всех остался лак, но разница видна на дне стакана на несмываемом остатке от отложений. В SynPower ничего не осталось, весь его густой налет смылся практически одним движением. Кстати, такое уже я наблюдал в американском Кендале и Экстриме. Кто не видел, потом посмотрите, ссылки будут под видео также. После этого сравнения я решил сделать небольшую таблицу по временным показателям именно вот этого высокотемпературного теста. В будущем мы выведем закономерность данного процесса, узнаем в точности, на что это влияет и каким образом. А пока можете просто посмотреть. Как вы видите, Лукойл занимает далеко не первое место. Хотя мне постоянно пишут, что я рекламирую его. И Extreme, кстати, тоже. Как вы видите, он тоже не в числе лидеров. Но это не говорит о том, что эти масла плохие. Это просто такая особенность базовых основ. Чем больше будет объем этих данных, тем точнее мы сможем с вами сделать выводы. Но по данному сравнению мы имеем то, что все масла имеют неплохую термостабильность и низкую испаряемость.
По холодному пуску будут немного вопросы к Куэйту, но это только если вы живете в Сибири и запускаете мотор ниже минус 30 на этой вязкости. Готов поспорить, что Куэйт с зимней вязкостью 0В даст многим фору, но это мы обязательно еще проверим. Высокотемпературный тест нам показал скрытые козыри одних масел и, возможно, большие секреты других. Но опять же, это лишь исключительно мое мнение, ваше может быть другим. Буду очень рад, если вы поделитесь им в комментариях. Также напишите отзывы от использования этих масел. Ваши живые отзывы будут полезны и мне, и другим людям, которые еще не определились с выбором. И чуть не забыл сравнить наши масла по цене. Конечно, этот параметр не точный, но он все же может служить как образец. За сегодняшними ценами не успеть, так что особо не верьте этим цифрам. Ценник будет озвучен в российских рублях. Кто из Казахстана, Белоруссии, Украины или других стран, курс можете перевести в любом, в принципе, поисковике. Итак, за 4-литровую канистру Мобила и Куэйт в среднем просят 2200 рублей. Valvoline немного дороже, он обойдется в 2300, а Shell стоит 2500. Говоря о Shell, эта цена может сильно меняться, как в меньшую сторону, так и в большую. Это зависит, конечно, от объема закупа. Если я озвучу оптовый ценник за крупный объем Shell, то многие поймут, как же выгодно его продавать торговым точкам и устраивать различные акции. Но я думаю и надеюсь, что многие люди все же понимают, что дешевое не часто бывает качественным. Ладно, что-то я заговорился. Итак, мне лично понравился Valvoline, или Valvoline, как это говорить правильно. Я этого не скрываю. Так что сравнение с этим брендом обязательно продолжится. Только в других вязкостях и допусках. Посмотрим, как она себя покажет. Буду очень вам благодарен за оценку данного выпуска. Спасибо, друзья, за ваше время. Увидимся в комментариях и новых видео. Всем пока.